Всем привет! Сегодня мы приготовим 3 абсолютно разных стейка и за разное время. Первый стейк будет готовиться 5 минут, второй 50 минут, ну а третий целых 5 часов. Поехали! Итак, первый стейк, который будет готовиться быстрее всех, это рибай из мраморной говядины. У него очень много маленьких жировых прослоек. Благодаря им он должен получиться очень сочным. Итак, время пошло. Ставим сковородку на плиту и поливаем ее оливковым маслом. Перекладываем стейк на досточку, солим его и перчим. Прижимаем к нему специи и переворачиваем. Тоже солим и, конечно же, перчим. Все, перекладываем стейк на сковородку. И с одной стороны обжариваем 2 минуты. А пока берем тарелку и выкладываем сверху горку из рукколы. Переворачиваем стейк на другую сторону. У нас есть 2 минуты, чтобы сделать глазировку. Для этого чайную ложку меда отправляем в пиалку. Также открываем и вливаем соевый соус. Все это перемешиваем. И выливаем сверху на стейк. Ждем еще буквально 20 секунд. И выкладываем стейк на досточку. Нарезаем его. Прожарка получилась что надо. Соус из сковородки выливаем на тарелку. Выкладываем нарезанный стейк. По-моему, на вид получилось просто отлично. Давайте же его попробуем. Да, он офигенно вкусный. И этих 5 минут хватает на его приготовление. Но прежде чем мы настроимся на приготовление следующего стейка, сыграем в Raid Shadow Legends. Это игра консольного уровня прямо в смартфоне. Я уже играю некоторое время, и пока мой любимый перс меченосец. Это необычный силовик из фракции Священный Орден. Из прикольных у него навыков рубка. Круто, что в игре есть меню со всеми чемпионами и фракциями. А в этом месяце в Raid вас ждут непрерывные летние события и турниры. Появление легендарного чемпиона, а помимо него в игре появилось еще 5 потрясающих чемпионов. Можете найти меня в игре под ником Vanzai1. Каждый переход по ссылкам поддерживает мой канал. Помогите мне набрать 4000 инсталлов. Прямо сейчас сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании и скачивайте Raid. По моим ссылкам получите еще много крутых бонусов. Поторопитесь, они будут доступны всего 30 дней. А на приготовление следующего стейка у нас будет целых 50 минут. Будем готовить стейк из свинины, а вернее из самой нежной и вкусной шейной части. Если присмотреться, то по текстуре это похоже на мраморную говядину. Итак, первое, что мы делаем, так это надрезаем кубиками всю поверхность стейка. Присаливаем, переворачиваем и тоже делаем надрезы. И тоже солим. Кладем в гриль таблетки для розжига и поджигаем их. Сверху ставим чашу для розжига. Наполняем ее углями. И ждем, пока они разожгутся. Одеваем перчатки и пересыпаем угли в гриль. Разравниваем кочергой. Обратно устанавливаем решетки. И выкладываем обжариваться стейк. Через пару минут немного его проворачиваем и оставляем на этой же стороне, чтобы потом на стейке остались красивые следы от решетки. И спустя еще минуту переворачиваем. Также не забываем запечатать торцы. Расстилаем фольгу. Выкладываем на нее стейк. Сверху идет свежемолотый чили-перец. А также орегано. И заворачиваем стейк в фольгу. Обратно возвращаем на угли и накрываем крышкой.
А мы пока пересыпаем молодую картошку в раковину. Хорошенько ее отмываем до тех пор, пока вся она не будет идеально чистой. Открываем на гриле конфорку, поджигаем ее, ставим сковородку и бросаем большой кусок масла. Растапливаем и забрасываем молодую картошку. Накрываем крышкой и ждем 5 минут. Поднимаем ее и полотенцем стираем весь конденсат, чтобы он не капал в картошку. Затем переворачиваем картофелины на другую сторону. И тоже накрываем крышкой. Доходить все это будет на очень медленном огне. Должна получиться вот такая румяная картошка, которая легко проминается. Она готова. Также готов и стейк. Распечатываем его. И нарезаем. Стейк режется просто как масло. Подавать будем прямо на досточке. Выкладываем картошку. И посыпаем ее листиками тимьяна. Немного помидорок черри. И получается прям такой полноценный обед. Давайте пробовать. Свиной стейк еще мягче говяжьего и более интересный за счет специй. Также пробуем картошку. Да, мелкий молодой картофель самый вкусный и сладкий из всех. Но на приготовление следующего стейка у нас есть целых 5 часов. Мы сделаем стейк из утиных грудок. Это очень вкусное мясо, главное его правильно приготовить. Времени у нас с запасом, поэтому будем готовить в сувиде. Первым делом солим грудки. И перчим. Переворачиваем на другую сторону. И только солим, чтобы кожица не стала черной от перца. Аккуратно все это перекладываем в вакуумный пакет. Срываем свежий тимьян. И отправляем его в пакет. Также лавровые листики. Берем головку чеснока и раздавливаем ее рукой. Очищаем зубчики, раздавливаем их ножом и тоже бросаем в пакет. Отрезаем кусочек сливочного масла и отправляем в пакет. Помещаем пакет в вакууматор, закрываем его и высасываем из пакета весь воздух. Готово! Потом масло растопится и все травы и специи раскроются сильнее. Берем кастрюлю, на дно отправляем тарелку, наполняем водой. И ставим кастрюлю на плиту. Опускаем в воду наш пакет с утиными грудками. И самое главное, это термометр. Целых 4 часа мы будем следить, чтобы температура воды не поднималась выше 57 градусов. По прошествию этого времени достаем пакет. Открываем его. И достаем сами утиные грудки. Все налипшие специи убираем. После чего переворачиваем на другую сторону. И делаем на коже насечки, для того, чтобы жир максимально быстро вытопился и получилась хрустящая кожица. Все, выкладываем грудки на гриль, сначала кожицей вниз. Буквально 50 секунд и переворачиваем. Ну и снимаем их с огня. Вот теперь утиные грудки полностью готовы. Нарезаем их. И внутри видим идеальное розоватое мясо. Такого хорошего эффекта можно достичь только с помощью сувида.
Но это еще не все, к утке нужно сделать ягодный соус. Из ягод будем использовать вишню, сливу и смородину. Отправляем все это в блендер. Выдавливаем сверху апельсиновый сок. Закрываем крышку и блендерим. Ягодное пюре готово. Теперь берем сотейник, сверху на него ставим сито, выливаем все содержимое блендера. И лопаткой перетираем. Получается идеальный густой яблочный сок. Заливаем сюда вино. Добавляем палочку корицы. И ставим на плиту. Остается все это выпарить до загустения, и соус готов. Также берем нектарин. По кругу делаем надрез. Разделяем две части. И нарезаем дольки. Отправляем их на гриль. И с двух сторон добиваемся красивых грильных полосок. И выкладываем на тарелку. Также утиная грудка. Отрезаем и укладываем свежую веточку розмарина. Остается красиво вылить соус на тарелку. По-моему, получилось самое симпатичное блюдо на сегодня. На вилку накалываем персик, утку и обмакиваем все это в соусе. Пробуем. И да, на сегодня это самое вкусное мясо. Идеально подходящий соус и сладкий нектарин. Каждый из приготовленных сегодня стейков очень вкусный. Тут уже вопрос в том, какое мясо вы любите больше. Итак, выбирайте, что следующее попадает в эту рубрику. Пишите в комментариях, Ванзай, приготовь и 3 блюда на выбор: шаурму, хот-дог или же пиццу. Каких комментов будет больше, то я и приготовлю. Также на канале у моих родителей вышел кулинарный баттл. Обязательно его посмотрите. Папа вообще приготовил огромный торт в печке. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.